12 титульных боев. Легенда среднего веса выходит, чтобы воспользоваться последним шансом остаться на вершине Исраэль Адесанья. Напротив него полная противоположность. Джо Пайфер только пробивается на верхушку рейтинга. Между бойцами 7 лет разницы. Сможет ли молодой Пайфер окончательно сместить с элиты Исраэля Адесанью? Давайте разбираться. Казалось бы, Адесанья и старше, и на серии из 3 поражений, но все равно идет фаворитом за 1.69, в то время как на Джо Пайфера дают 2.28. Логично, ведь Изи все-таки идет на понижение в уровне оппозиции, а Джо наоборот впервые бьется с настолько элитным бойцом. Кто держит победу, решаешь ты. По QR-коду на экране можно забрать FreeBet 3000 или сделать это в нашем телеграм-канале Калугин ММА, где также будет прямая трансляция UFC, видео нокаутов, анонсы. В общем, все самое главное в одном месте, ссылочка будет в описании, обязательно подписывайся. Если ты фанат UFC, то уже давным-давно должен быть там, а мы начинаем. Апрель 2023 год. Исраэль Адесанья оформляет один из лучших моментов в своей карьере. Алекс Перейра в нокауте, а Изи празднует победу над самым принципиальным соперником в жизни. После этого боя Изи выдал самое эмоциональное интервью, и уже тогда у меня сложилось ощущение, что это пик Адесаньи, эмоциональный пик, выше которого, вероятно, он уже не прыгнет. Это чувство у меня возникло прямо во время прямой трансляции. И дальше Адесанья проигрывает 3 боя к ряду. Сначала апсет совершил Шон Стрикланд, Адесанья теряет титул. Затем в статусе главной звезды он получил незамедлительный тайтл-шот, но уже против Дрикуса Дю Плесси. Адесанья выглядел еще хуже и проигрывает досрочно в 4-м раунде. После второго поражения Исраэль получил первый нетитульный поединок за последние 6 лет. Напротив него Насурдин Имавов, и этот бой Адесанья проводит хуже предыдущего. Нокаут в начале 2-го раунда. И знаете, это классический пример, когда после своего пика боец резко летит вниз по рейтингам. Грустно признавать, но лучшие годы Исраэля Адесаньи остались позади. Он потерял в скорости, в тайминге, а главное, он потерял огонь в глазах, который был все эти годы. И понять его можно. Победа над Перейрой стала финальной точкой. Дальше мотивационная яма. Как после громкого принципиального боя с Перейрой настроить себя и найти мотивацию на рядовую защиту против Стрикланда? После 3 поражений к ряду Адесанья взял самый длительный перерыв в карьере. Мы не видели его в клетке уже 1 год и 2 месяца. И сейчас главная интрига заключается в том, смог ли ментально Адесанья вернуться на прежний уровень. В эти выходные он либо совершит камбэк, либо окончательно убедит весь мир в том, что Адесанья закончился. Промоушен снижает ему уровень оппозиции. Джо Пайфер на 14-й строчке среднего веса, и это самый низкорейтинговый соперник Изи со времен Андерсона Силвы. Как раз тогда Адесанья бился последний раз в нетитульном бою. Поэтому для Джо победа в предстоящей встрече означает прямую путевку в титульную гонку, а вот Адесанья окажется в самом низу рейтинга среднего веса. Карьера Джо не столь богата, как у его визави. Пайфер отобрался в лигу со 2-й попытки на Dana White Contender Series, оформил в UFC 3 досрочные победы, отправил в нокаут Амидовски и Миршарта. А следом задушил Абдул Разак Аль Хасана.
Великолепный старт в лучшей лиге мира, а главная оппозиция это была вполне себе крепкой для начала карьеры. Именно в этот момент промоушен и решил закинуть Пайфера в рейтинге через Джека Хермансона. Это был первый мейн-эвент для Пайфера и самый рейтинговый соперник на тот момент. Однако повышение в уровне оппозиции он не потянул. Джо бодро начал, без проблем забрал первый раунд, активно набрасывал, был достаточно точен, но Хермансон выдержал все, что ему предложил молодой проспект. Второй раунд уже сложился более близким, Пайфер стал больше мазать, но все еще выглядел неплохо. И вот с третьего раунда вскрылись проблемы. Пока Джек наращивал свои обороты, Пайфер наоборот сбавлял с каждой минутой. Он разгромно проиграл третий, четвертый и пятый раунды из-за слабого кардио. Победу единогласным решением судей 48-47 одержал Джек Хермансон. Фанаты массово начали списывать со счетов Пайфера, а позицию ему пришлось откатить обратно до уровня Марка-Андре Баррио. Однако в бою с ним Джо был так же хорош, как и раньше. Быстрый нокаут и бонус за выступление вечера. Следом был бит Гастолом. Первый раунд у Пайфера всегда коронный, поэтому Кевин дважды побывал в нокдауне. Второй раунд тоже прошел отлично, а вот в третьем раунде Пайфер чуть сбавил обороты. Да, не так, как с Хермансоном, но все же. Ну и последний бой на сегодня, это удушающий во втором раунде, Пайфер одолел Абуса Магомедова. И вот мы добрались до попытки номер 2. С Хермансоном залететь уверенно в рейтинге не вышло, теперь еще более громкая возможность Исраэля Адесанья. Мы наконец-то подобрались к шансам бойцов. А в чем всегда был хороший Исраэль Адесанья? Это, конечно, в работе на дистанции, тайминге. Изи отлично контролирует вообще все, что происходит в стойке. Он находил нужный ритм, закидывал удары и сам уходил на безопасное расстояние. Порой в боях его сложно было достать серьезным ударом, из-за чего страдала зрелищная составляющая боя. Для человека, у которого лишь ударка сильная сторона, Адесанья круто прокачал защиту от тейкдаунов. Ну и ключевое в бою с Пайфером это кардио. Новозеландец большую часть своей карьеры готовился и бился в 5-раундовых боях. 18 боев в UFC и 15 из них это бои на 5 раундов. Он буквально не знает, что такое 3-раундовый бой. Но это были радостные моменты, давайте чуть о грустном. Что из этих сильных качеств пострадало больше всего за последние годы? Конечно, чувство дистанции. Адесанья стал значительно чаще пропускать значимые удары, а держит он их не самым лучшим образом. Исраэль стал хуже работать, когда оппоненты агрессивно на него наступают. Это и раньше доставляло ему проблемы. Но сейчас агрессивный стиль оппонентов приводит его к поражениям. Что касается Пайфера, то этот парень пока свеж, а это гарантированно первый и второй раунды, просто зверь. Это часть стиля Пайфера. То ли он сам не уверен в своем кардио, то ли считает, что так будет больше шансов на победу, но он не экономит силы на старте. Плотно прикладывается в стойке и хорош в партере, если занимает доминирующую позицию сверху. Только 2 человека в UFC смогли с ним дожить до 3-го раунда, и оба в 3-м раунде начали доставлять ему проблемы. Здесь даже не нужно корчить из себя аналитика, чтобы попытаться предугадать исход поединка, точнее то, как он будет проходить. У Пайфера пока мы видим только 2 сценария развития. Либо он давит, соперник не справляется с его давлением и проигрывает досрочно в 1-2 раунде. Либо с 3-го не лучшее кардио Пайфера начинает потихоньку уравнивать шансы в бою. И я не думаю, что нас ждут глобальные изменения в этот раз. У Пайфера есть все шансы задавить Адесанью в 1-2 раундах. Причем, как я подмечал, Адесанья как раз не любит агрессивное давление. Но если Израиль выстоит каким-то образом, чудом возможно, в первых 2 раундах, там уже пойдет его игра. Смущает лишь то, что Изи бывает сильно пассивен в раундах, поэтому не удивляйтесь, если в 3-м или 4-м раунде, когда нужно будет переламывать ход боя, Адесанья будет действовать аккуратно, чем рискует проиграть даже поздние раунды. Кого же выберу я? Честно, долго думал. Может быть, во мне играет ностальгия по старому Адесанье. Не знаю, но я выберу его. Во-первых, как бы агрессивен и хорош не был Пайфер, нужно понимать, что уровень его оппозиции был на совершенно другом, более низком уровне. Исраэль, да, можно говорить сколько угодно, он на спаде, бла-бла-бла, но все же он бился либо с действующими чемпионами, либо с первой строчкой Насурдином Имавовым. Сложнее оппозицию просто невозможно представить.
Я, правда, очень сильно сомневаюсь в своем выборе, но я бы также сильно сомневался, может быть даже больше, если бы выбрал и Пайфера. Так что остановлюсь на том, что Адесanya за счет своего опыта сумеет пережить и безопасно отбиться в первых 2 раундах, а уже с 3-го включится по полной и начнет забирать поединок. Мой выбор — Израиль Адесanya. Что считаете вы, обязательно пишите в комментариях. Очень интересно будет в этот раз их почитать. Переходите в мой телеграм-канал, чтобы обсуждать этот поединок вместе. Смотрите прямую трансляцию этого боя там же в телеграм-канале. И, конечно, следите за всей актуальной информацией в одном месте. Калугин ММА — лучшее место для фанатов единоборств. Ссылочка в описании. До встречи именно там, друзья. Пока-пока.